Всем привет-привет! Сегодня хочу вам рассказать, как вяжется вот такой красивый узор спицами, который состоит из жгутов и листьев. Использовать вот такой узор можете как центральный для свитера, как здесь у меня связано, или можете целую вещь связать таким узором, или же можете вообще использовать отдельные фрагменты узора, например, только жгуты или только листья, или оформить их в другом расположении, допустим, две дорожки из листьев и потом жгуты по краям. Все в ваших руках. Такой узор подходит как для вязания сверху. Например, я вот вяжу свитер регланом сверху. Так можно его использовать и при вязании снизу. То есть узор выглядит одинаково красиво. Сейчас вам покажу изнаночную сторону. Вообще узор вяжется очень просто, поэтому с ним справится даже начинающая рукодельница, так что не бойтесь, пробуйте. Раппорт узора составляет 33 петли. Я набрала еще 2 кромочные. И приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную я снимаю. Затем выполняем 2 изнаночные, 6 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 лицевых, 2 заканчивается раппорт 2 изнаночными. И у меня осталась кромочная. Разворачиваем вязание. И изнаночный ряд вяжется по рисунку. То есть лицевые петельки лицевыми, изнаночные изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную я сняла. Дальше идут 2 изнаночные, 6 лицевых, 4 изнаночных, 2 на 3 лицевых петель выполняем перекрестие косы. 2 петельки снимаем не провязанными, нить перед работой. Вяжем следующую петлю лицевой. Дальше вот так вот, пропустив первую петлю, заводим спицу в следующие 2. И правую спицу выдергиваю из всех 3 петель. И подхватываю петлю, которую мы уже провязали. И далее провязываю 2 петли, которые мы сняли лицевой. Вот такое перекрестие получается. Дальше вяжем 3 изнаночных. И на следующих 3 петлях выполняем точно такое же перекрестие. Оно должно быть зеркальным отражением. Для этого мы первую петлю снимаем, нить за работой, и вяжем 2 следующих петли лицевыми. Затем я, пропустив 2 провязанных петли, ввожу в 3-ю петлю левую спицу, выдергиваю правую спицу из всех 3 петель и затем спустившиеся петли подхватываю и провязываю 1 лицевую. Вот у нас, видите, перекрест косы идет в зеркальном отражении. И до конца уже выполняем ряд по узору. То есть идет 4 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. Я довязала ряд до конца. Разворачиваем вязание
И изнаночный ряд вяжем по рисунку. То есть лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Я уже выполнила изнаночный ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Кромочную снимаю, выполняю 2 изнаночных, 6 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевые, 1 изнаночная, и из следующей изнаночной петли мы будем выполнять 5 петель. Смотрите, каким образом. Я подхватываю петлю, провязала лицевую, не сбрасываю петлю со спицы, делаю накид, еще раз ввожу спицу в петлю, выполняю как бы лицевую, я уже 3 сделала петли, опять накид и еще раз вытягиваю рабочую нить и получаю 5-ю петлю. И затем уже сбрасываю петлю с левой спицы. Дальше выполняю 1 изнаночную, 3 лицевых. И, в общем-то, довязываем рисунок по узору. То есть 4 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. Я выполнила ряд до конца. Теперь вяжем изнаночный ряд. Он весь также вяжется по рисунку. И сейчас я вам покажу, как вязать вот эту вот 5 петель. Мы ее будем провязывать изнаночными. То есть я сейчас вяжу по рисунку вот до этой 5 петель, которую мы сделали из 1 петли. Я дошла до этой 5 петель, и мы их все провязываем изнаночными. Они не должны быть скрещенными. Вот все и петли, как и накиды, все вяжем одинаково. Ну и дальше уже довязываем ряд до конца по узору. Я выполнила изнаночный ряд. Вот как выглядит наша 5 петель в центре. Появляется отверстие. И теперь мы приступаем к вязанию 7-го ряда. Кромочную снимаем. Дальше идет 2 изнаночных. Теперь мы выполняем перекрестие косы. Она будет состоять из 3 петель. 3 петли я снимаю не провязанными, а следующие 3 петли провязываю лицевыми. Теперь левую спицу подхватываю петли, которые мы сняли не провязанными. 3 провязанных петли пропустила. Выдергиваю правую спицу из всех 6 петель. И теперь те 3 петли, которые спустились, надеваю их на правую спицу. И вяжу 3 лицевых. Затем 4 изнаночных. Здесь также выполняю перекрестие. Для этого 2 петли снимаю не провязанными, нить перед работой. Выполняю 1 лицевую. Затем, пропустив провязанную лицевую петлю, подхватываю левой спицей следующие 2 петли. Правую выдергиваю из всех 3 петель. Ввожу петлю, которая спустилась, и вяжу 2 лицевых. 1 изнаночная. Подхожу к нашей 5 петель, выполняю 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная. На этой 3 петель опять выполняю перекрестие косы. Для этого петлю 1 снимаю не провязанной, нить за работой, вяжу 2 лицевые. Затем подхватываю петлю, которую мы сняли не провязанной, выдергиваю спицу, подхватываю 2 спущенные петли и выполняю 1 лицевую. Дальше идет 4 изнаночных. И выполняю перекрестие косы точно так же, как мы делали в начале. 3 петли снимаю, нить за работой, выполняю 3 лицевых,
Подхватываю обратно 3 петли переснятых не провязанными. Правую спицу выдергиваю из всех петель, надеваю на нее спущенные и затем выполняю 3 лицевые. И до конца раппорта остаются 2 изнаночные. Ну и кромочная петля. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем по узору. Накиды провязывать будем тоже изнаночными. Сейчас я довяжу до первого накида и покажу, как он вяжется. Посмотрите, я довязала до накида и просто его вяжу изнаночной петлей с образованием отверстия. И в следующий накид. Ну а дальше уже довязываю ряд, как я сказала, по узору. Я закончила изнаночный ряд. Вот так выглядит листик в центре. Приступаем к вязанию 9 ряда. Я сняла кромочную и вяжу до самого листика все петли по рисунку. То есть идет 2 изнаночные, 6 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевые, 1 изнаночная. Я дошла до петель листика. Вот у меня он уже состоит из 7 петель. И провязываю 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые. И дальше вяжу ряд по узору. Изнаночная, 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 лицевых и 2 изнаночные. Я довязала ряд до конца. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем по узору. Накиды также провязываем изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Листик состоит из 9 петель. То есть всего прибавилось 8 петель в ряду. И начиная с 11 ряда мы будем эти петли сокращать, формируя макушку листика. Кромочную я снимаю, вяжу 2 изнаночных, формирую перекрестие косы, точно так же 3 лицевые снимаю, нить за работой, вяжу 3 лицевых, снятые петли вдеваю в них левую спицу, выдергиваю правую из всех 6 и спущенные петельки надеваю на правую спицу. Далее вяжу 3 лицевых. Перекрестие косы готово. Затем 4 изнаночных. И на этой косе тоже выполняем перекрестие, как уже мы делали раньше. 2 петли снимаем, нить перед работой, вяжем 1 лицевую и затем снятые петли возвращаем на левую спицу, провязанную возвращаем на правую, выполняем 2 лицевые. Одна изнаночная. Подошли мы к нашему листику и теперь будем его сокращать. Вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном налево. Затем 5 лицевых. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мне нужно петли повернуть, чтобы при провязывании вместе они не были скрещенными. И вяжу их за передние стенки. 1 изнаночная. Также формируем перекрестие косы, как делали вот здесь. Первую петлю снимаю, нить за работой, вяжу 2 лицевые. Беру петлю, которую сняла, не провязанной. Спущенные петельки надеваю на правую спицу и вяжу 1 лицевую. Дальше идет 4 изнаночных.
Здесь опять же формируем перекрестие косы, как и делали в начале ряда. 3 петли сняла, вяжу 3 лицевых. И теперь 3 снятых петли нужно тоже провязать. Вяжу их лицевыми. И до конца ряда остается 2 изнаночные. Кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. Я закончила изнаночный ряд, и в следующем ряду мы будем формировать опять убавление на листике. И сейчас до листика мы все петли вяжем по рисунку. Здесь 2 изнаночных, 6 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевые и 1 изнаночная. Я довязала до петель листика, и точно так же будем выполнять убавление. Вяжу 2 петли лицевой с наклоном налево. Дальше 3 лицевые. И затем 2 петли вместе лицевой с наклоном направо. Опять же петли поверну, чтобы провязать их за передние стенки. Вот у нас уже листик состоит из 5 петель. Дальше до конца ряда вяжем все по узору. 1 изнаночная, 3 лицевые, 4 изнаночных, 6 лицевых и 2 изнаночные. Довязала ряд до конца. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд выполняем по рисунку. Я выполнила изнаночный ряд. Приступаем к вязанию 15 ряда. Снимаю кромочную. И вот до этой косы, которая возле листика, мы вяжем по рисунку. Это 2 изнаночных, 6 лицевых и 4 изнаночных. Я дошла до петель косы. И здесь формирую перекрестие косы. Затем 1 изнаночная и вновь сокращаем петли листика. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. От листика осталось 3 петельки. 1 изнаночная и формируем перекрестие для косы. Дальше ряд провязываем по узору. Это 4 изнаночных, 6 лицевых и 2 изнаночных. Выполнила ряд до конца. Разворачиваю вязание. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Изнаночный ряд готов. Приступаем к вязанию 17 ряда и до петель листика вяжем по рисунку. То есть 2 изнаночных, 6 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых и 1 изнаночная. Я довязала до петель листика. Вот они, 3 штуки. И мы их сейчас будем вязать 3 вместе с центральной петлей. Для этого мне нужно первую и вторую петлю поменять местами. Я их сняла. Теперь, заводя спицу сзади, надеваю сначала первую петлю, а потом вторую. И провязываю их все 3 вместе лицевой. Дальше вяжу ряд до конца по рисунку. Это 1 изнаночная, 3 лицевых, 4 изнаночных, 6 лицевых и 2 изнаночные. Я довязала ряд до конца. Все петельки листика сократились, и он опять состоит из 1 петли. Дальше разворачиваем вязание, и весь ряд мы будем вязать по рисунку, кроме вот этой вот петельки, которая верхушку листика составляет. Ее мы провяжем не изнаночной,
как она у нас сейчас есть, а лицевой. Давайте сейчас провяжем по рисунку до вот этой петли. Я дошла до петли, которая составляет макушку листика. Вот он у нас листик. Здесь мы провязали 3 вместе лицевой. И эту петлю по рисунку нужно вязать изнаночной, но мы ее провяжем лицевой. И дальше довязываем ряд до конца по узору. Я довязала изнаночный ряд. Вот посмотрите, как выглядит листик. Вот у него над макушкой изнаночная петля. И следующий 19 ряд мы весь вяжем по рисунку, за исключением того, что вот эти вот косы вокруг листика, на этих косах мы будем выполнять перекрестия. То есть я сейчас вяжу до первой косы листика. Здесь у меня идет 2 изнаночных, 6 лицевых и 4 изнаночные. Вот она коса перед листиком. Выполняем перекрестие. Дальше до следующей косы идет 3 изнаночных. И вновь выполняем перекрестие косы. И до конца ряда по рисунку идем. 4 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. Я довязала до конца ряд. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем весь по рисунку. Я закончила последний изнаночный ряд. На этом раппорт узора высоту готов. И дальше мы вяжем, постоянно повторяя с 5 по 20 ряды. Вы уже поняли, листик получается за счет прибавления петель. Он раскрывается за счет того, что в этом месте вот эти перекрестия кос его чуть-чуть растягивают. Узор получается очень красивый, хотя вяжется достаточно просто. На этом у меня все. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. А на этом у меня все. Всем пока-пока, до новых встреч!